лиг. На текущий момент у нас 3 лиги. Это АДЛ, Алматинская дартс-лига, это КОДЛ, Казахстан онлайн дартс-лига. Это для всех желающих, которые хотят принять участие в лиге в онлайн-режиме. Ну и третья лига — это специальная лига, созданная для местных игроков Астаны, АСДЛ. Подключайтесь, отдельно в соцсетях будут анонсы, играйте, ждем вас. А что насчет, вот еще один миф, это в том, что для того, чтобы хорошо прогрессировать в дартс, нужен либо наставник, либо тренер, вот как в любых других видах спорта. Ну, например, в футболе это всегда тренер, да, если это профессиональный, даже любительский бокс, в том числе любой другой вид спорта, если взять, есть. В дартсе, допустим, наблюдая за профессиональными игроками, я ни разу не встречал, когда они ссылались как-то, да, на тренера, либо какого-то наставника. Есть у них агенты, которые помогают организовывать им вот рутину, да, и так далее, но именно с игровой, со спортивной точки зрения ни разу не слышал. И вот миф такой, насколько нужен тренер-наставник в дартс, или можно прогрессировать хорошо самому, там, наблюдая там за профессионалами? Не, ну, наблюдая за профессионалом, мы их смотрим только по если смотреть просто матчи, ты, конечно, не будешь, толку от этого будет немного, ну, только так мотивирующее, да, что-то. Нужен ли тренер? Знаете, есть много роликов, если вдруг встает вопрос, а правильно ли я кидаю, а что-то еще. Э, Можно посмотреть, база, потому что одна. М, База одна, и ты можешь посмотреть видео и так далее, и чего-то, что-то понять. Для чего нужен тренер? Ну, для многих тренер нужен, чтобы он тебя гонял. То есть не все, самостоятельно могут заниматься. Ну, как даже вот в зале, да, ты просто в качалку ты ходишь сам, ты ходишь на расслабоне, приходит тренер, он тебе: "Делай вот это, отдыхай столько-то, делай вот это". Можно подготовиться самостоятельно, вопросов нет. В принципе, информации достаточно, всего достаточно. Но если ты, допустим, не знаю, не слаб психологически, ну вот сложно тебе мгм. самому, ну да, тебе может пригодиться тренер. Но чаще всего тренеры в дартс, ну как бы у нас такое, он советует, вот делай вот так-то, вот руку держи, локоть так, это вот базовые основы, знаешь, он тебе может, наверное, подсказать. Многие ролики снимают, ну как бы тренеры, которые помогают, подсказывают. Но в основном там как бы нет каких-то тайных знаний. Это скорее систематический подход, и взгляд со стороны. Вот, ну, вот в чем плюс тренера, да, это он, если он на тебя сбоку смотрит, чаще всего тренер онлайн, да, они говорят, пришлите свой бросок. Да, они присылают твой бросок, и тут какие-то маленькие штрихи, но на самом деле, ну, мы же знаем много случаев, когда мы смотрим, как кидают, как попало кидают, да. Да, и попадают. Ну, и Да. попадают, да, то есть взять, и не заваливайтесь вперед, ну, взять робокросса, ну, на тебе туда вперед. Ну, Мгм. то есть это сейчас вот новое поколение, да, вот этих вот люков, которые вот они все по технике, да, и попадают как роботы. Ну, вопросов нет. Но опять же, и все остальные раньше, и сейчас кидают, ну, по разная техника абсолютно. То есть база, есть, и упражнения, есть как бы информация в "Ютубе". Тренер, ну, не обязательный. Но если вы только пришли и у вас есть там возможность пообщаться с кем-то вот как раз на первоначальном уровне, Мгм. кто быстрее вам скажет: "Так, стоять ровно, не заваливаться". Какие-то есть упражнения, когда вы еще не знаете что-то, да, может вам помочь. Мгм. Остальное — это вопрос вашего времени, которое вы готовы уделить. Ну, грубо говоря, есть в дартсе, как и в любом другом виде спорта, составляющая базы, и другой — это индивидуальный такой стиль спортсмена, да, будь то там боевые искусства, будь то футбол или Ну дартс. да, да, в И целом. с тренером, получается, можно сэкономить время, нагнать быстро вот эту часть, стандартную базу, а все, что касается личных вот предпочтений, стиля, техники, это все нарабатывается временем. Да, Ну, играть, тренироваться, примерно так. практиковаться. Знаете, вот как если не хотите разбираться сами, тренер вообще классно. Мгм, мгм, Да как везде, да. Почему, собственно говоря, детские это секции, да, нужен тренер? Потому мгм, что дети вообще не думают как. Они не погружаются сильно. Поэтому мгм, нужен тренер. И здесь то же самое. Если вы погрузились, ну, возможно, вам тренер и не нужен. То есть, когда вы сами там в теме, чего, как, все знаете, все просмотрели, на видео себя отсняли, знаете свои проблемы. Я вот своих проблем, допустим, знаю, но у меня просто только времени я мало этому уделяю.
Ну и все. Тут тренер — это скорее вот, тот человек, который будет вас гонять и за вами следить вот конкретный час, который вы с ним, допустим, встречаетесь. Ну, если вот такой вот тренер. Тренеры онлайн — это скорее, вам план тренировок накидать и технику посмотреть, да. А исправите вы или нет, ну, будете Это уже стараться. второй вопрос, да. Слышал несколько раз, есть Люк Литлер, молодое такое дарование в дартс, хороший результат, лучший, да, в мире на текущий момент. Несколько раз слышал, сколько времени он уделяет своим тренировкам. И вот, он говорит, что в день выделяет по полчаса, не больше, и ему этого достаточно, чтобы держать себя в форме. Это вот, наверное, как раз тот случай, когда человек дошел до вот желаемого себя уровня, и он поддерживает Слушай, его. мне кажется, врет. Да? Ну, вот мое мнение, что полчаса мало. Ну, вот, в принципе. С другой стороны, они, конечно, приезжая на турнир, особенно те, кто выигрывает, да, они кидают много. Но мне кажется, все-таки полчаса нет. То есть тот же Тейлор, ну, из того, что я помню, я могу где-то приврать, но у него была утром там тренировка, была работа физическая в зале, потом была Слышал, да. отдельная тренировка. Ну, то Мгм. есть даже на поддержание нужно больше. На любительском уровне, да. Ну, я тоже в свое время много погружался, читал где-то, ну, и вот Мгм. такое мнение, да. Вы можете каждый день по полчаса уделять, но у вас должна быть неделю хотя бы один раз большая тренировка. Ну, это так. Так же, как, на самом деле, ну, это же тоже вид спорта. Мы можем сравнивать с чем угодно. То есть, как все говорят тренеры по фитнесу, да, чтобы ходить в зал, чтобы был прогресс, надо ходить 3 раза в неделю. 2 раза в неделю — это на удержание, ну, на Мгм. поддержание формы. И здесь то же самое. То есть постоянство, только постоянство даст уровень. И поэтому, если говорят, Люк Литлер полчаса в день, нет. Ну, не знаю. Мне кажется, это уже такое Мгм. заигрывание на самом деле. А что насчет, вот в рамках тренировки дома, можно ли как-то соптимизировать вот уделенное время, чтобы выжать из нее максимум? Что имею в виду? Вот, Питер Райт одно время, когда он готовился, по-моему, на чемпионат 24 года, давал интервью и сказал, что сейчас, к сожалению, там, в связи с каких-то там жизненными моментами и проблемами, даже если он стоит у мишени, он не может это назвать тренировками, а покидыванием несколько часов подряд. И в результате он как бы явно дает о себе взгляд, да, на тренировке, что можно просто кидать, и это никак не даст пользы, а можно другой подход сделать, когда ты действительно тренируешься и дает тебе каждая там минута какую-то полезность. И вот можно ли как-то в рамках тренировки оптимизироваться, чтобы не все могут там 3-4 часа играть? Можно ли за час выжать максимум и что в этом случае делать? Питер Райт, конечно, понимает то больше, наверное. Я не могу сказать, что вот какая-то тренировка правильная, какая-то неправильная. Первое и важное, наверное, тренировка не должна быть нудной, да? То есть она не должна быть монотонной, она должна вам приносить какое-то э, удовольствие, да? То есть Мгм. если вы просто, знаешь, 3 часа кидаете двадцатку, да, окей, наверное, двадцатка у вас пойдет, Мгм. ну, только вам самим надоест это делать ежедневно, да. Поэтому в Казахстане зачастую времени вечно не хватает. Допустим, я уделяю там полчаса, час, да. Я реально играл в 501, просто, но большие игры там по 7 легов, с ботом просто. Многие говорят, да, 501 это не тренировки. Согласен, но двадцатку тренируют нормально и не скучно. Это важно. То есть Мгм. можно кидать тоже упражнения на двадцатку, но они поднадоедают. Я почему играю? Ну, просто это не скучно. Не Мгм. скажу, что это эффективно, сверхэффективно, потому что, честно скажу, для даблов это неэффективно. Мгм. Мгм. Потому что я такой человек, я дохожу с ботом играя, я дохожу до даблов, но у меня начинает нервоз какой-то. Ну, Мгм. это с этим надо Это всегда бороться, тогда, да. но да, и поэтому даблы ты не натренируешь. Двадцатку без проблем, двадцатка как будто бы тренируется. Поэтому тут, да, есть возможность, можно, да, упражнения, плюс потом игровая часть. А, это всегда во всех, опять видах спорта, да, игровая тренировка — это всегда: "Вау, мы хотим игровую". Почему? Потому что игровая — это интересно и не так физически, ну, а в случае дартса, наверное, больше, может, психологически Мгм. сложно. Потому что если мы тренируемся в каком-нибудь условном регби, да, там бегать надо, там что-то силовые упражнения, это тяжело. Игровая, ты применяешь полученные навыки, и тебе как бы весело.
В дартсе это не совсем тяжело, это скорее вот тяжело, но из-за монотонности, да. То есть ты делаешь упражнения, тебе скучно, может быть, это у тебя может не получаться, да, нужно это делать, да, а потом у тебя игровая. И надо сочетать, и надо, да, найти тот баланс. Но когда нет времени, можно и покидывать полчаса, да, вот это тоже дает как бы тебе сохранить уровень. То есть лучше вместо того, чтобы там раз в 4 дня играть по 4 часа, лучше каждый день там по полчаса выделить, и это будет Ну, эффективнее. есть как будто бы, да, мнение, что да, постоянство должно быть. Одну большую тренировку желательно тоже иметь все-таки, да, либо и тогда будет толк. Конечно, если приходить только на турниры, да, даже раз в неделю, ну, возможно, у тебя будет какая-то наигранность, но тот, кто будет кидать, допустим, каждый день и приходить на турнир, естественно, у него будет лучше, да. Ну, как минимум уверенности больше, да? То есть Да, то потом есть он тренируется, у него получается, если у него психологически еще нормально готов, то как будто бы должно быть лучше. То есть постоянство дает качество все равно. Количество переходит в качество, так везде. Но есть, да, вполне игроки, которые там, вот как наши друзья, да, которые приходят там в Шекспир, да, покидать, но они 3 раза в неделю они приходят покидать там по 2 часа они кидают, ну не то, что прям интенсивно, но кидают. И есть определенный уровень. Но опять это уровень, вот ты сохраняешь какой-то свой базовый уровень, скорее мгм, всего. Там прогресса особого ждать не стоит. Это в любом случае. А для сохранения, да, вот мгм. прекрасно. Друзья, вы знаете, что у нас на текущий момент 3 лиги активные. Это ADL, CODL и ASDL. Мы также хотели бы анонсировать, если в вашем городе есть постоянно играющие активные дартсмены, и вы хотите запустить официальную лигу вашего города, то пишите по нашим номерам. Мы для вас можем под ключ организовать проведение вашей лиги с полным освещением на всех наших социальных сетях.